Вы знаете, Александр Борисович, я сам, в принципе, не такой уж пожилой человек, но я скажу вам, что в Москве не существует механизма взаимодействия коренной, скажем так, молодежи города Москвы и точно так же, условно скажем, приезжей молодежи с Кавказа. То есть кавказцы, в принципе, всегда сами по себе. Российская молодежь, она то же самое, сама по себе сидит. То есть они пересекаются, ну, с одной целью, то есть выяснить отношения. И чаще всего с помощью той же самой грубой физической силы. В принципе, у нас не существует каких-то обидно, но не существует общих интересов. Вот что самое парадоксальное. Что если старшее поколение, оно знает, что у него было общее, что у них, в принципе, сейчас есть общего, то русская молодежь города Москвы и кавказская молодежь того же самого города, она четко осознает себя как различные части этого самого общества, пускай и единого в юридическом статусе своем. Есть ли какие-нибудь, вот, собственно говоря, методы преодоления этой отчужденности, если возможность создания какого-то общего плавильного котла, не американского, а московского? Я думаю, стремиться к тому, к этой переплавке нам тоже особо-то Не переплавка, не но стоит. взаимодействие. Взаимодействие, да, но именно об этом взаимодействии как раз я и говорю. Я примерно знаю пути, вот, по которым мы можем найти какой-то консенсус. Вот. Мы можем его найти. Вот. Это не дорога, которую мы пройдем, там, опять же, за очень короткое время. Вот. И на этом пути у нас есть достаточно много помощников. Первым и главным являются незыблемые традиции, к которым надо возвращать здесь молодежь. Ведь понимаете, как они приезжают сюда, выдавая себя за ярких носителей кавказских традиций. В то же время своими поступками они просто откровенным образом дискредитируют их. Вот. Это, конечно, полное несоответствие, и здесь надо приводить к общему знаменателю. Вот. Мы пытаемся сейчас, я не знаю, хорошо или плохо нам это удается, но я без ложной скромности должен сказать, что вот в осетинской среде, среди осетинской молодежи, ну, знаете, вот некая адаптация, она достаточно неплохо сейчас проходит. Достаточно неплохо. И я думаю, что можно уже даже констатировать, что интеграция большей части из них, она достигла вот если не идеального состояния, то, по крайней мере, очень близко к этому. Очень близко к этому. А если мы будем считать, что патриотизм это только любовь к своему, а национализм это ненависть ко всему чужому, вот, то эта формула нас может опять привести к очень сильным последствиям. Вы не забывайте, что Кавказ это не мононаселенное какое-то место, где проживают только эти усатые кавказцы вот, с кинжалами, вот, подпоясанные кинжалами. Вот. Кавказ это многотысячное население русскоязычное, вот, это казаки, мы живем бок о бок, и это не история новейшего периода, вот, это история уже несколько веков. Это история уже несколько веков, и я вам скажу, что внутри-то себя мы этот вопрос достаточно неплохо решили. Вот я пока говорю об Осетии даже. Вот. И сегодня я абсолютно убежденно могу сказать, заезженное слово, мы его здесь внутри себя даже не очень любим употреблять, но мы достаточно толерантный народ. Вот. И нам отвечают тем же. Вот. И, ну, приезжая сюда, ну я вот вам скажу, в отличие от вас, вы отметили себя как молодого человека, я себя могу уже со всей уверенностью причислить к такому зрелому поколению. Сделаю сам себе комплимент. У меня есть уже и внучки, вот, и я точно могу сказать, что я с удовольствием отдал свою дочь за представителей, значит,
великого русского народа, вот, в которых, кстати, тоже течет и кровь различных еще. То есть вот эти процессы идут. И у нас и стремление к этим межнациональным бракам, и к этим связям внутренним каким-то, они все прочнее и прочнее становятся. Другое дело, что прочность эта должна все-таки пройти испытания еще временем и каких-то, может быть, через каких-то горнила, наверное, каких-то, может быть, даже и трудностей, я не знаю. К сожалению, чаще всего бывает, что трудности способны объединить. Мы вот, к сожалению, так устроены, да, что объединяемся как раз перед лицом какой-то Единый внешней советский опасности. народ Да. создался в 1945 году. Да, ну, видите, как никто никогда, наверное, не смог предположить, что это так быстро и станет разлагаться, да. Вот. И мы сегодня пришли к тому, что, допустим, те, кто там вместе водружали знамя над Рейхстагом, сегодня стали просто по разные стороны бруствера. Да. Александр Борисович, ходят слухи, что 15 числа на Киевский вокзал к торговому центру Европейский будут собираться по разным меркам 10-15 тысячная группа молодых людей, прибывших с Кавказа, с целью каким-то образом ответить на беспорядки на Манежной площади. Делается ли что ли со стороны старшего поколения, кавказского поколения, проживающих в Москве, для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, которые ни к чему хорошему, естественно, не приведут? Да, мы, конечно же, сделаем все для того, чтобы это предотвратить, хотя наша внутренняя какая-то аналитика и, опять же, скажу, опыт моих коллег подсказывает, что это очень похоже на провокацию. Конечно, найдутся десятки, может быть, даже и сотни, которые на эту отозвутся, обязательно отзовутся на эту провокацию. И в связи с этим, ну, мы, во-первых, непременно будем сами на месте, для того, чтобы за всем этим наблюдать. Но сегодняшний и вчерашний день, он как раз был посвящен тому, чтобы по всем возможным для нас каналам попробовать каким-то образом предупредить нашу молодежь, особенно там, где она компактно собрана, какие-то группы. Вот. Это скорее студенческие общины. Есть несколько компаний, которые тоже так достаточно сформированы так, по национальному признаку, можно сказать. Вот. Через них используем, конечно же, все современные сегодня технические возможности. Вот. И такие предупреждения идут. Я же говорю, опять, в том числе и путем этих обращений, обзвонов конкретных ребят, потому что есть группы, есть лидеры в этих группах, есть ребята, которые авторитетами являются в своей среде. Они нам известны. Мы достаточно неплохо и давно работаем вот в этой среде. Не все, конечно, удается, но тем не менее определенный контроль есть. К этому же мы призвали и своих коллег. Вот, они сегодня все заняты, этим заняты сегодня руководители общин северокавказских. Вот. Этим заняты руководители диаспор, это представители закавказских республик. Поэтому я надеюсь, что нам удастся общими усилиями все-таки предотвратить. Вот. Завтра у нас несколько встреч намечены, в том числе с руководством, говорил вам, ГУВД города Москвы. Вот. И мы попробуем еще завтра, накануне тоже координировать как-то свои действия. Поэтому и всех и вся призываю, а если моя речь будет услышана до завтрашнего дня, то мне бы очень не хотелось, чтобы на эти гнусные инсинуации, на эти сфабрикованные призывы откликнулись выходцы наших мест.
проживающие здесь, в Москве. Я думаю, мы здесь для того, чтобы впитать в первую очередь великую культуру, доступ к которой Москва, как ни один другой город России, а может быть даже в целом на этой земле, и не предоставляет в том широком и доступном виде. Вот. И за все это, я думаю, надо расплачиваться радушием, благодарностью и, наверное, прежде всего соблюдением законов, по которым живет этот город. Вот. Город этот живет по законам, которые прописаны для всей страны, вот, поэтому соблюдать их не так сложно. Вот. Ну и другое дело, что и закон должен иметь и обратную силу. И закон не только для того, чтобы карать тех, кто совершает преступления, но закон это еще и для того, чтобы защитить от нападок незаслуженных. Вот. Этот закон должен защитить и отпугнуть всех, кто посягает на нашу мирную жизнь, на наше мирное сосуществование, на всех тех, кто вносит раздор, вот, кто пытается нас отравить этой ксенофобией, вот, вот этим ядом национализма. Я думаю, это одна из самых действенных мер, которая может расколоть нашу страну. Мы уже прошли этот период, связанный с Беловежскими путчами и другими событиями, когда от великой страны откололась значительная ее часть. Вот. Сегодня никто от этого не в восторге, поэтому, мне думается, сохранять и укреплять эту страну общая задача. Но главная тяжесть и ответственность за все это ложится, конечно же, на плечи молодых. Тех, кто сегодня думает, идти ему или не идти. Однозначно не идти, а идти вот для того, чтобы туда, где нужно помочь своей стране, где нужно показать себя самого сильным, как представителя очень сильной страны. И каждый из нас, как помните, как в свое время Монтескье сказал, я сперва человек, а потом уже француз. Вот, поэтому и каждый из нас должен всегда помнить, что он сперва человек, а потом уже представитель какой-то другой национальности. И вот этот вот процесс какого-то внутренней уверенности и ощущения себя сопричастности к жизни этой страны, он должен быть таким же естественным, как вот костный остов у каждого из нас, потому что здоровый человек, он никогда не ощущает своих костей. И вот не ощущая своих костей, мы, видимо, от этого здоровы. Вот когда начинают у нас болеть эти кости, вот, значит, что-то у нас не то. Вот. Сегодня мы, к счастью, знаем диагноз этот. Вот. К несчастью, пока не знаем, как от этого избавиться. Вот. Но думаю, если мы все вместе возьмемся за это, у нас это получится.